Лабораторная работа номер 10. Схема армирования железобетонного фундамента. Значит, у нас должен получиться в результате вот такой чертеж. В масштабе здесь изображен фундамент с арматурой. И это может быть масштаб 10, может быть 20, в зависимости от размера самого фундамента. В задании дан сам чертеж условный, то есть это такой просто рисунок, да, на котором отдельные размеры показаны буквами. И в самом задании вот здесь значения этих букв даны. И когда мы будем строить сам фундамент, то необходимо будет что? Подставить эти значения. И в результате может получиться сам фундамент не такой, как здесь. Ну, я имею в виду не симметричный. Да, это нормально, да, вполне. А у меня, например, по моим данным, получится симметричный. Да, но это не факт. Значит, я покажу вариант расширенный с учетом, здесь еще добавлю схему армирования данного фундамента. Такой будет у нас объем. Дальше, обратите внимание, что здесь у нас должен быть на чертеже присутствовать две таблички. Одна называется спецификация, вторая групповая спецификация арматурных изделий. Эти таблички я уже заранее по данным размерам приготовил и поместил вот здесь на чертеже. Обращаю ваше внимание, что таблички это неотъемлемая часть чертежа. И даже, например, для железобетонных изделий это может быть более важное, чем сам чертеж. Поскольку все необходимые данные, которые необходимы для изготовления железобетонного изделия, они приведены здесь в таблице. Поэтому к ним надо отнестись весьма серьезно. Табличка спецификация. Общую длину она имеет 185 мм. Обратите внимание, что она выравнивается вот здесь по правому краю. И, как вы помните, основная надпись тоже имеет длину 185 мм, поэтому левый край находится у них на одной прямой. Размеры вот здесь приведены. Писать их, когда вы чертеж оформите, не нужно. Я это сделал для того, чтобы вам была возможность эту табличку построить. В этой табличке должны быть разделы такие, какие здесь указаны. Сборочные единицы, детали, материалы. Название разделов подчеркивается и далее заполняется этот раздел. Ну, что это такое и как оно выглядит, что здесь писать, я по ходу дела буду показывать. Вторая табличка имеет длину 125 мм. И размещается вся табличка так, чтобы она была выровнена посерединке под верхней таблицей. Размеры таблицы я тоже показал, для того, чтобы вы могли ее построить. Ну, а как вы видите, я ее не закончил до конца. Почему? Потому что я сейчас не знаю, сколько мне здесь граф понадобится. Если будет необходимо, я ее увеличу, и тогда уже мы с вами вместе заполним. Вот это и есть подготовка. Теперь приступаем к непосредственно выполнению самого чертежа. Для этого мы будем чертить его в масштабе 1 к 1. А потом, соответственно, то, что необходимо, будем уменьшать или увеличивать в зависимости от того, что у нас получится. Первоначально я построю оси. Выбираю отрезок и построю ось вот таким вот образом. Вот так. Включу орторежим. Построил ось, ну, побольше придется, да, потому что она у нас будет там порядка, может, там 2-3 тысячи миллиметров. Одну. И вторую построил здесь. Вот так. Это для того, чтобы ориентироваться, с чего начать чертеж. Ну, а теперь давайте дальше подумаем. Значит, у меня чертеж получается. Вот давайте посмотрим по моим данным. C1 у меня они одинаковые, 75 миллиметров. D у меня 150. И здесь вот этот кусочек тоже 150. Выемка под колонну 450 вверху, 400 внизу. Ну, то есть у меня получится симметричный. У меня фундамент. Если мы сложим вот эти данные, то в сумме получится сколько? 900.
Значение b у меня тоже 900. То есть здесь будет квадратик, да, квадратик. Высота у меня будет 650. Ну и поэтому начнем с чего? Из того, что мы начертим квадратик 900 на 900 миллиметров. Начертим это все основной линией. Значит, вот сюда у меня будет 450. И вправо тоже 450. Дальше вверх я 450 откладываю. И вниз откладываю тоже 450. Ну а теперь, соответственно, перенесем на расстояние 450 миллиметров. Вот этот объект вверх, этот объект вниз, вверх, вниз, вправо, вправо. Так, и затем вот те, которые я чертил, уберу. Вот у меня квадратик этот и получился. Ну, можно его по-разному чертить, да, это не обязательно так, как я делал, да. Ну, мне, например, вот так вот удобно сделать, у меня так получается быстрее. Можно его с помощью квадратика выравнивать, ну, разными способами можно делать. Здесь я тоже немножко увеличу. Так, теперь проведем. Вот отсюда, я так поставлю сюда, 900 миллиметров. Значит, я ну, это начертил. И далее вверх, наверное, надо начертить. Или давайте не вверх, а сначала 450 на 450 сделаем здесь квадратик, и потом туда линии проведем. Да? То есть начертим все внизу. Так, теперь получается, вот второй квадратик, вот этот, он у нас смещен на С. С у меня 75 миллиметров, да, итак, не С, это С, да, С, значение С и С1 75 миллиметров. Вот я его и смещу здесь сейчас. Сместить 75 миллиметров и смещаю вот так. Все влево-вправо, вверх-вниз. Так, и сразу пообрезаю то, что лишнее. Лишние это будут вот эти кусочки. Так, ну видите, у меня он немножко получается другой. Да, еще раз давайте проверим. Вот здесь расстояние что? С, да? Расстояние С. Потом идет расстояние D до начала выемки. До начала выемки D. D значит D у меня здесь равно 150. Значит, я посмещаю 150 миллиметров. Опять же, точно так же вот здесь, видите, внутрь. Еще раз подчеркиваю, что это, ну, дело на любителя. У каждого может быть это свой разный стиль изготовления. Так, давайте-ка мы измерим, что у нас тут получилось. Так, что тут получилось? Все, 450 миллиметров. То, что и требовалось. И теперь нам надо внутреннюю выемку сделать. Значит, она 400. То есть по 25 с каждого края перенесем. Так. Точно так же. Так, и точно так же мы здесь лишнее сотрем. Как вы видите, технический чертеж здесь выполнять несложно. Осталось нам сделать что? Вот здесь ребра показать. И показать ребра в самой выемке. Вот эти маленькие ребра.
здесь, здесь и вверху. Так, теперь давайте подумаем. Высота у нас 650 миллиметров, поэтому я смещу на 650 миллиметров. Все сместил. Ну, а теперь, чтобы сделать у нас саму выемку, то давайте подумаем, сколько здесь глубина? 450. Да, 450. Поэтому опять смещу 450. И вот это смещу сюда. Здесь дно нашей выемки. Ну, можно сделать как? Вот посмотрите, я включаю слой построения, чтобы отличался цветом. Дальше рисую прямую. Выбираю, открываю стрелочкой вертикальную, Enter. И провожу вот здесь, здесь. По всем характерным точкам. Таких точек справа и слева по 4 штуки. Ну а теперь возвращаюсь к основному и будем чертить. Дальше смотрим. Значит, наверное, тут есть смысл орто выключить. Из этого угла до этого. Так. Ну, можно обрезать, да, сразу обрезать то, что лишнее. Вот это лишнее все. Как вы видите, для того, чтобы, ну, никакой путаницы у вас не возникло. Вот, вот, все, обрезали. Дальше будет у нас вот эта выемка. Она будет начинаться здесь и заканчиваться здесь. Вот так. Теперь обрежем вот это, что слева у нас есть. И обрежем то, что справа лишнее есть. Ну, а вот эти оставшиеся линии, они уже нам не нужны, мы их удалим. Так, ну и теперь посмотрим, что у нас тут еще. Ну и все, да, больше ничего нет. Вот сам фундамент. Да, как вы видите, он достаточно простой. Теперь нам надо спроектировать и поставить арматуру. Вот видите, здесь у нас есть такие элементы, как вот эти вертикальные стержни, 4 штуки вместе, образуют пространственный каркас. Вот он у нас называется, каркас пространственный. Это один элемент, каркас. Значит, в него 4 такие ножки входят, в этот каркас. Это первое. Второе, на этом каркасе размещены, вот здесь размещены арматурные сетки. Вот эта сетка верхняя, она называется S1, и она имеет 4 стержня, 2 так, 2 поперек. И внизу размещена сетка S2, на ней размещены стержни продольные, поперечные. И эти стержни у нас размещены с расстоянием по 100 мм друг к отношению друга. Вот здесь это расстояние, здесь внизу и здесь справа, называется защитный слой бетона, и он может быть равным 30-50 мм. Дальше возникает, да, еще у нас есть деталь, которая называется монтажная петля. Вот она и вот она. Их 2 штуки, этих монтажных петель. Они нужны для чего? Для того, чтобы монтировать фундамент, да, поднимать, опускать этот фундамент. Значит, есть некоторые, да, откуда берутся эти размеры, которые я назвал. Почему там 100 мм, почему 2 сетки, там S1 или 1 сетка. Эти все данные берутся из расчета нагрузки, которую будет воспринимать данный фундамент. В данный момент мы учимся чертить, поэтому мы никаких расчетов не производим, а воспользуемся тем, что уже посчитано и у нас есть здесь готовое. У вас будет специальный предмет, где вы будете это рассчитывать, писать курсовой проект по железобетонным конструкциям, и там будете заниматься расчетами. Но там уже время не будет, когда думать, как чертить. Поэтому мы сейчас должны научиться чертить саму железобетонную конструкцию. Значит, при выполнении железобетонных конструкций есть некоторые правила. Значит, 2 основных правила.
На виде спереди у нас показан разрез. И, как вы видите, здесь бетон в разрезе не штрихуется. Ну почему? Для того, чтобы подчеркнуть, показать наличие арматуры, чтобы мы ее четко видели, поскольку это главный элемент изделия железобетонного. Дальше, вторая особенность. Арматура отображается линией, утолщенной по сравнению с линией, которой мы изображаем контур нашего самого полностью фундамента. Для чего? То же самое для той же цели, чтобы мы четко видели главный элемент вот этой железобетонной конструкции. Вот это две особенности, которые нам необходимо сделать. Ну, дальше. Какие у нас получатся вот эти элементы? Видите, они размещаются так. То есть мы их должны сначала посчитать по нашей конструкции и изобразить. Чтобы мы это могли сделать, то я дополнительно сделаю слой. Вот я создам новый слой. Вот, новый, и назову его даже так, арматура. Значит, этот слой, вот давайте посмотрим, у меня толщина основного 0,35. Арматура, он будет линия иметь сплошная, так, останется черный, и толщину я сделаю больше, на ступеньку. Ну, 0,50 это будет многовато, я поставлю 0,40. 0,40, он чтобы был более утолщенным. Теперь давайте посчитаем. Теперь какая у нас вот здесь эта сетка, где должна быть расположена. Что я сделаю? Я перемещу на 50 миллиметров вот эту, ну 50, видите, сколько получается, да? Так, ну столько, хорошо, пусть так будет, 50. Дальше, здесь поставлю вертикальную линию, здесь поставлю тоже вертикальную линию, опять смещу на 50 вот эту полученную вертикальную линию. Вот так. И теперь обрежу. Вот это обрезал, это тоже. Это все нужно было для построения. Так, подождите. Что-то обрезалось много лишнего. И здесь также вот это обрежем, это и это. Вот. Так, теперь я преобразую его в слой арматура. И посмотрите, да, видно, оно очевидно, что оно толще, чем обычно. Так, теперь перейду на слой арматура. И теперь вот у нас эта арматура, она диаметр у нас 10 миллиметров. Теперь посмотрим, какая же ее длина. Быстрые свойства. Раз. И длина ее получается ровно 800 миллиметров. Да? 800 миллиметров. Так. 800. Теперь подумаем, да, как мы здесь разместим поперечную арматуру. Ну, поперечная арматура у нас что должен быть? Кружок радиусом 5 миллиметров. Ну, то есть вот такой получился. Так, ну, может быть, даже меньше его сделать. Сейчас попробуем сделать его меньше. Я поставлю его там 3 миллиметра круг. Ну вот достаточно будет, да? Значит, этот кружок, если мы должны его разместить вот таким вот образом. Поставить, ну давайте так мы его сделаем. Нам надо его поместить на расстоянии 50 миллиметров от края. То есть я его переношу вот сюда, ставлю ровненько вот сюда, вот так вот, чтобы он стоял. Теперь его
перенесу эту точку, сейчас включу режим орта и перенесу его на 50 миллиметров. Так, вот он лежит здесь. Дальше его копирую, точку вправо 100 миллиметров. Теперь смотрите, что я продолжаю, пишу дальше 200, потом 300, 400, 500, 600 и 700. Все, вот у меня все они разместились с промежутком 50 миллиметров и с промежутком 100 миллиметров, и здесь вот у меня 50 миллиметров. Вот мы ее, собственно говоря, спроектировали. Теперь дальше, вот смотрите, мы должны отступить сколько? 50 миллиметров и дальше каркас изобразить. Так, значит, мы его берем отрезок. Тут вот нам надо найти центр этого участка, да, серединку. Ну, так она, видите, не хочет искаться. Давайте мы это измерим. Что мы тут имеем? 150 миллиметров. Значит, я делаю так. Вниз 50. А теперь ее что? Смещу на 50. Вот так. Так, не 50. Нам нужно сколько было? Если там 150 на 75, да? Смещу на 75. Вот этот кусочек влево. Ну и точно так же сделаю здесь. 50 вниз. Дальше смещение 75. Подтверждаю, смещаю вправо. Так, и вот эти вот кусочки удаляю. Так, дальше теперь. Это здесь начинается арматура. Да, потом мы этот верхний удалим. Значит так, проводим мы его так вот до сих пор. Ну давайте так проведем. А здесь, соответственно, вот так. Вот. И это удлиним. Все, соединим. Так, два этих кусочка должны быть так, друг по отношению к другу, чтобы между ними оставался зазор 100 миллиметров. Ну вот это у нас 100, как раз они так и есть. Вот эту верхнюю часть удаляем, эту удаляем. Ну и смотрите, здесь надо сделать что? Закругление, то есть сопряжение. Так, выбираем вот здесь радиус. Ну, радиус не могу сказать сколько. Я беру 20 и посмотрим, что из этого получится. Получится нормально. А теперь, видите, второе это можно было и не делать. Сейчас мы, смотрите, что сделаем. Выберем все вот это. Дальше копируем зеркально. И вот здесь отображаем и нет, нажимаем. Все, отлично у нас получилось, да? Все как есть. Так, ровненько, ровненько все стоит. Хорошо, теперь нам нужна сетка. Сетка находится на расстоянии, вот она сетка будет здесь. Так, нет, это я предварительно, да, и то есть ее хочу построить, да, сетку. Вот так. Так, и кружочек вот здесь сверху мы сделаем, чтобы он был 2 миллиметра, как мы делали, и поставить его вот таким вот образом. Так, перенести вот сюда, орто выключим, вот сюда поставим, вот так. И это, соответственно, сократим. Так. За много сократилось. Ну, то есть, вот так. И теперь что? С той стороны точно так же, да? Ну, скопируем этот кружочек.
И поставим его сюда. Вот так. Этот хвостик укоротим. Так, много. Он, видите, привязывается. Ну, можно привязку выключить, а можно отодвинуть. Так, почему он не хочет? Не хочет, не надо. Мы тогда его что сделаем? Обрежем. Это мы удалим. А это мы выделим, отразим зеркально по отношению вот к этой линии. Вот так. И что такое? Отразить зеркально отношение этой линии. И нет. Вот мы поставили. Вот и все. Так, но нам надо сместить вот это все, что мы построили, вниз на 80 миллиметров. Поэтому перенести. И вниз пишу я 80. Enter. И еще раз опять выбираю. Все. И я ее скопирую из этой точки вниз на 80 миллиметров. Ну вот у нас получилась и вот эта сетка тоже.